Что делать с чайником без крышки? Обезжириваем ацетоном. Наношу тонкий слой шпаклевки. Лучше кистью, сразу можно получить интересную фактуру. Подойдут любые фактурные обрезки тесьмы, кружева. Продолжаю после полного высыхания. Теперь шпаклевка послужит клеем. Подойдет любой заварник, треснутый или со щербинами. Наношу шпаклевку на кружево. Подойдут искусственные мелкие цветы. Можно слепить из массы для лепки или сделать из молдов. Одноразовый шприц заполнила шпаклевкой. Полубусины можно заменить половинками гороха. Грунтую строительной акриловой краской. Прокрашиваю вбивающими движениями так, чтобы не оставалось белых точек. Полусухой кистью окрашиваю акриловыми красками. В этой технике послойного окрашивания необходимо просушивать каждый слой. Лучше всего взять грубую кисть из щетины. Методом сухой кисти слегка припудриваю всю поверхность сливочным цветом. Теперь спонжем тем же оттенком прохожусь только по рельефам. Лак для такой работы лучше взять матовый.
Что сделать из старой тефлоновой сковородки? Зашкуриваю и обезжириваю ацетоном. Грунтую акриловой строительной краской, лучше краской по металлу. На трафарет наношу шпаклевку. Пластиковые бутылки из-под жидкого мыла. Высота 10 см. Зашкуриваю, оплавляю край. Наношу шпаклевку. На шпаклевку наклеиваю москитную сетку. На шпаклевку приклеиваю шнур макраме. Здесь тоже трафаретный декор. Послойное окрашивание акриловыми красками. Телесный цвет. В бутылочке коричневая акриловая краска, сильно разведенная водой. Терракотовый цвет. Коричневая акриловая краска. На рельеф добавляю терракотовый цвет. И методом сухой кисти выделяю фактуру сливочным цветом. Приклеиваю на клей жидкие гвозди. Покрыла 2 слоями акрилового лака. Что можно сделать из старой формы для выпечки? Из гофрокартона вырезаю 2 заготовки, одна чуть больше, так как у формы верхний бортик более широкий. Из плотного картона вырезала точно такие же заготовки. Оставляю под гнетом. Зашкуриваю и обезжириваю ацетоном. Грунтую краской по металлу. Картон грунтую белой акриловой краской. Окрашиваю сливочным цветом. Делаю трафаретную надпись. Добавляю кофейные кляксы. У салфетки беру белый слой и делаю декупаж.
Просушиваю и приклеиваю еще один слой для создания ощущения рисовой бумаги. Тени для век лучше всего вбивать кисточкой для макияжа. Старая палетка теней и трафарет придали более винтажный вид. Покрываю матовым акриловым лаком. Приклеиваю веревку макраме. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.